Ситуация развивается очень похоже на то, как она начала развиваться в Константиновке, а до этого развивалась в Покровске и Мирнограде. При таком развитии событий в ближайшие недели следует ждать падения Лимана. Вот эта фраза «я подумаю об этом завтра». Это великая фраза Трампа на самом деле. Само это объявление о том, что 30-50% на фронте пехоты должно состоять из иностранцев, признание просто катастрофического положения с мобилизацией. Всем привет, вы снова на канале Ширяев и Ширяев, где я, журналист Евгений Ширяев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы обсуждаем последние события. Что на этой неделе у нас? Здравствуйте все. Традиционно призываю вас подписаться на наш канал на YouTube. Если говорить о событиях недели, то произошло немало. Да вот и по значению-то сумму, по важности, прям серьезные события сошлись. Конечно, очень серьезная история – это массированный налет беспилотников Украины на столицу. На этот раз он, кстати, беспрецедентный по объемам, опять поставили рекорд. На этот раз достигли несколько большего, чем в предыдущий раз. Имеется в виду, что сбили тогда все в Подмосковье? Да, сейчас все-таки залетели и внутрь Москвы. Ну, совсем немного, правда, тем не менее. Это результат. Но главное все-таки тема нашего выпуска сегодня – российские войска штурмуют Лиман. Вот так получилось, что штурм Константиновки, о котором мы в прошлый раз рассказывали, и Лимана начался не одновременно, с зазором приблизительно 5 суток. Но учитывая очень неспешное развитие событий вообще на СВО сейчас, можно уверенно считать это практически одновременным стартом с севера и с юга. Если опираться на данные Минобороны на этой неделе, российские военные атаковали и успешно взяли под контроль населенные пункты лишь в ДНР. Это 4 населенных пункта: Приют, Артема. Вот так интересное название. Да, Новый Донбасс и Кутузовка. Ну, это совершенно очевидно, что все вступает в решающую фазу. Ну, как я уже говорил, сегодня у нас главная тема выпуска – это штурм Лимана. Потому что этому городу уделялось меньше значения. Раньше почему? Там ничего почти не происходило. Он был как спящий. Да? Тем не менее, он имеет ключевую позицию. Без него атаковать Славянск невозможно. Основная нагрузка ложится сейчас на 25-ю армию, группировки войск «Запад». Именно группировка войск «Запад» берет Лиман. За эту неделю российские войска обложили город уже по большей части периметра с севера и с востока. Вот на западе еще большая достаточно свободная зона, 2,5 километра, где украинские войска могут заходить, выходить, так сказать, там. Но они тоже находятся под контролем операторов дронов российских. Там не зайдешь, не выйдешь вот так просто. Да, это все очень сложно. Но главное, это обстоятельство, это то, что все-таки эти сверхмалые группы, по 2-3 человека, зашли уже в город практически во все районы. Да. Они демонстрируют флаги, есть видео, много видео, прям много, реально. И в центре города, и в районе железнодорожного вокзала уже нельзя назвать Лиман городом, которым так твердо владеет ситуацией украинская армия. Все это город в зоне боев. А непосредственно территория уверенного контроля российской армии тоже небольшая, примерно 10% на сейчас. Все остальное вот в этой каше. Но со всех сторон 25-я армия так обложила все, что фактически очень трудно без резервов украинской армии сопротивляться. И, в общем, ситуация развивается очень похоже на то, как она начала развиваться в Константиновке, а до этого развивалась в Покровске и Мирнограде. В общем, если ничего не будет меняться, и все-таки не предпримет экстраординарных шагов, то вот при таком развитии событий в ближайшие недели следует ждать падения Лимана. Почему так осложнилось положение для украинской армии? Проблема в том, мы сегодня будем говорить о плацдармах, и это слово «плацдарм» повторим еще не раз.
А Лиман находится на востоке от Оскола. И вот эта излучина отрезает от остальной части Украины этот город и группировку украинцев, которая его защищает, осложняя, конечно, все, что связано с подвозом боеприпасов, продовольствия и вообще, и ротацией, там, вывозом раненых. Переправы через Лиман регулярно бомбятся. Вот только что 3-тонная бомба рухнула на очередную переправу, разнесла ее в щепки, ну, я имею в виду управляемая бомба российская, да, авиационная, в щепки, и украинская армия лишилась очередной точки пересечения Оскола. На карте легко найти Изюм. И вот строго на восток от Изюма, через Оскол, через речку, на ее восточном берегу, находится еще один плацдарм украинский, небольшой, но он тоже отрезан рекой. Там тоже находятся войска. А между ним и вот этим плацдармом вокруг Лимана, о котором мы говорили, находится вклинение российской армии, российских войск. Там приличные, там много деревень, населенных пунктов. И вот с северного плацдарма украинцы развивают наступление на юг. Через вот это вклинение отрезать его хотят. Да, как бы вот рука протянулась, ее отсечь хотят, с тем, чтобы вот выйти на соседний плацдарм. На самом краешке, на западном вот этого вклинения российского, находится Светогорск. А украинские войска с севера наступают, развивают наступление на Шандриголово, Зеленая долина, населенный пункт такой, вот в попытке отрезать его, и если им это удастся, они сорвут наступление на Лиман. Прямо сорвут, потому что это будет очень серьезное осложнение. Фактически вот это вклинение есть часть клещей, которые хотят, которые призваны в Лиман в окружение захватить. То есть каждая группировка добивается своего, не обращая внимания на действия противника. То есть российская армия, 25-я, она вообще, просто она сдерживает это наступление на Шандриголово, но делает свое дело, захватывает Лиман, вот это для нее главное, она не обращает внимания. А украинцы пытаются с севера наступить. Вот таких два взаимных движения. Эти здесь хотят отрезать, а эти южнее хотят захватить Лиман. Опять произношу это слово, плацдарм. Можно ли вообще развивать наступление длительное, такое серьезное, с какими-то оперативными последствиями с плацдарма, если у тебя там стоят какие-то части, но нет серьезного подвоза, нет бойцов, нет ничего, неоткуда сил взять? Пойдем в теорию. Плацдармы создаются на другой берегу реки или моря, там, неважно, какая часть, для накопления сил быстрого. Укрепрайон. Быстрого накопления сил. И резкого наступления. То есть плацдарм, он обязательно для наступления. И было в Отечественной войне два случая. Это плацдарм на Малой Земле под Новороссийском и в Лебяжьей республике под Санкт-Петербургом, там, где форт Красный Горка артиллерийский стоит, который так немцы и не захватили до самого конца войны. Он прямо на плацдарме держит. Но это уникальный случай. Кстати говоря, генеральный секретарь Коммунистической партии в 70-х годах Леонид Ильич Брежнев, с которым вот обычно связывают период застоя, он-то боевой офицер, он сражался прямо на Малой Земле. Написал бы эту книжку, точнее, кто-то там за него написал. Но дело не в этом. Этот плацдарм был кошмар. То есть немцы его простреливали со всех сторон, и все-таки из него потом началось наступление, развитие. Сейчас у украинцев есть эти два плацдарма, которые отрезают, река, да, и контроль дронов, отрезают их от своих войск, отрезают от возможности, ликвидируют всякую возможность пополнения и так далее. И они, тем не менее, развивают наступление для того, чтобы помочь своим войскам в Лимане. Посмотрим, чем это закончится. Это буквально 2-3 недели ближайшие. Даже мы потом обратим на это внимание и скажем, чем эта история закончилась. Такой поединок характеров, если хотите. В прошлых выпусках я уже рассказывал вам о российской компании «Атом», которая помогает открывать зарубежные счета в проверенных СНГ банках.
Многие уже успели воспользоваться их услугами и быстро получили иностранные карты, которые отлично подходят для путешествий, бронирования отелей, онлайн-покупок и трансграничных переводов. Зарубежная банковская карта сейчас – это единственное устойчивое решение для доступа к международной финансовой системе в условиях санкций. И для ее открытия даже не понадобится выходить из дома. Виртуальная карта оформляется полностью удаленно. А если вы захотите получить пластиковую карту, она приедет к вам домой специальной защищенной доставкой. Оформляется быстро. От 1 дня. От вас нужен только загранпаспорт. И главная новость. Для россиян стала доступна карта надежного банка со швейцарским капиталом, которая действует 5 лет. Все риски и сложности с иностранными организациями специалисты из Атом берут на себя. Пополнять счет можно переводом с российской карты по выгодному курсу. Банковское приложение полностью на русском языке. А если банк откажет в открытии счета, Атом юридически гарантирует возврат денег. Атом – российская организация, которая работает полностью в белую и выстроила систему поддержки. После оформления счета можно обращаться к специалистам компании по любым вопросам. А для наших подписчиков действуют специальные скидки от 10 до 20 тысяч рублей по промокоду Ширяев. Правила ужесточаются на глазах. Вскоре даже дружественные страны могут перестать открывать счета удаленно. Так что, если задумываетесь об оформлении карты, переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку, пока такая возможность еще есть. Так, но боевые действия, Минобороны тоже об этом отчитывается, происходят все-таки в Харьковской области, имеется в виду конкретно Купинск. Дело в том, что в Купинске тоже 2 плацдарма. Один из них очень большой, между Купинским узловым и Ковшаровкой. Угу. Российских войск в Ковшаровке вот на постоянной основе сейчас нет. Там группы сверхмалые, группы наблюдения, там серая зона. Разведгруппа, серая зона, да, и уже начинается заход групп закрепления. Ковшаровка это уже и не украинский населенный пункт. Вот. И вот между ней и Купинским узловым большой такой карман и полностью очищен рекой. Да. Это тоже плацдарм. Так вот, оттуда украинские части прямо отходят. Совершенно спокойно. Есть видео, где показываются украинцы, которые выходят, там дают комментарии дальше об этом. Это вот как раз следствие того, что сил нет удерживать войска на плацдарме, потому что одними дронами плацдарм удержать, как сейчас выясняется, невозможно. То есть вот идея, что Россия воюет людьми, а мы воюем машинами, она здесь как раз вот показывает, дает сбой. Она дает сбой. Потому что, да, на линии разграничения, где просто фронт, у там тебя свои дроны. Там может быть. А здесь, где у тебя плацдарм через реку, без людей его держать просто нереально. Значит, они просто отходят. И, в общем, гораздо быстрее сейчас все происходит. Уже можно ожидать, что этот карман, он за последние 4 дня в 2 раза уменьшился, его площадь. Значит, надо ждать его сокращения. Объясни, чем отличаются боевые действия, их характер вот в районе плацдарма, что дроны там не помогают, а живая сила работает? Дроны там могут контролировать территорию, да, наблюдать, могут наносить удары по наступающим войскам. Но когда армия заходит туда, на плацдарм, тебе необходимо обязательно хотя бы какие-то бойцы там нужны, чтобы держать сзади у тебя как бы вторая граница. Но разве дроны не выполняют роль прикрытия вот этого самого, который не позволяет? Выполняют. Они просто прикрывают отходящие войска. Но они не позволяют его удерживать. Вот в чем все дело. Ты имеешь в виду удерживать, считать своим? Считать своим, держать там войска, удерживать, снабжать их боеприпасами и иметь возможность оттуда наносить удар. Плацдарм просто так ради плацдарма не содержится. Я уже говорил, что с него наступление обычно развивается. Либо он используется для отвлечения сил. Вот страшная совершенно история в Отечественной войне была, когда с левобережной Украины на правый берег переходили, была Днепровская операция, да, там было несколько мест, где целые дивизии переправлялись на ту сторону под огнем немцев.
устанавливали контроль над небольшими плацдармами и гибли. Это были ложные плацдармы, которые должны были отвлечь внимание немцев от основного удара. Основной удар наносился в другом месте. Вот буквально так. Людей губили, чтобы, значит, немецкое командование ввести в заблуждение. Вот такое может быть у плацдарма предназначение, да, военное. В Днепропетровской, Запорожской области группировка войск «Восток», я так понимаю, активное украинское наступление, оно приостановлено. Что происходит в Степногорске? Почему вообще этот город так значим? Он же крошечный совершенно. Небольшой, да, небольшой. Понимаешь, есть совершенно, на мой взгляд, нерабочая гипотеза о том, что украинские войска, захватив Степногорск, прорвав фронт, пройдут по левой стороне Днепра, по восточной стороне Днепра, и дойдут до Запорожской атомной электростанции. И захватит Энергодар, и так далее. Вот это ключевое. Либо через Днепр со стороны Никополя высадится там на лодках, да, и захватит. И там будет тоже плацдарм. Вот это отвлекающее внимание командования российской идея, на мой взгляд, совершенно нерабочая. Вот почему. Дело в том, что защитники, с российской стороны, Запорожской атомной электростанции имеют как бы в запасе неубиенный ход. Им достаточно, защищаясь, скрыться внутри реакторных залов. Их 6 штук. Просто. И тогда украинцы будут вынуждены просто штурмовать атомные реакторы. И это уже совсем другая политическая ситуация. Тут уже МАГАТЭ восстанет, на уши встанет и весь мир, потому что это чревато катастрофой такой, что мало никому не покажет, в том числе и самой Украине. Поэтому, на мой взгляд, это совершенно... Да, и каким образом поддерживать вот этот плацдарм в районе Запорожской атомной электростанции через Днепр, тоже непонятно. На мой взгляд, это все просто создание таких вот идей, на которые должны все обратить внимание и иметь это в виду. Но на самом деле, значит, это для того, чтобы отвлечь войска куда-то в другое место, там, держать там какие-то резервы в этом месте и так далее. Наверное, вот такая идея. А так, в принципе, в Степногорске действительно по той же самой линии, как и на прошлой неделе, все остановилось. И, в общем, давление украинской армии продолжается. То есть там непрерывные атаки, которые российская армия останавливает в самом городе. Сейчас Китай – главный центр производства мировой электроники. Там же собирают и инструменты тюменского бренда Case Guru. Тогда почему на коробках Case Guru написано «создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени инженеры продумывают характеристики устройств и тестируют образцы. Глава Case Guru Вадим Боков лично контролирует разработку, создавая качественный продукт по приемлемой цене. И сейчас, когда на носу дачный сезон, тюменцы не заламывают цены, а устраивают распродажу инструмента. Тюменский универсальный инструмент Case Guru Шурик подходит для работ по дому, в гараже и полноценного ремонта. Его ценят и профи, и любители. Он сочетает сразу 3 функции. Это и дрель, и перфоратор, и шуруповерт. Универсальный инструмент. У Шурика есть ударный режим, он работает и с деревом, и с металлом, и с бетоном. А благодаря сверлам из быстрорежущей стали он действует в 2 раза быстрее аналогов. В комплекте 75 насадок и 2 аккумулятора. Это рекордная комплектация. У Case Guru Шурика есть премиальная функция антитравма. С ним не страшно попасть в арматуру. Инструмент просто остановится без отдачи. А еще у него бесщеточный двигатель. Он меньше нагревается и экономит заряд. Срок службы больше 10 лет, в 2 раза дольше, чем у аналогов. Скопируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Там тюменский инструмент Case Guru Шурик будет ждать вас по разумной цене. Мой промокод ШИР26 дает дополнительную скидку до 2000 рублей. Он действует 2 недели. Успейте заказать. А если установите приложение Case Guru, будет еще выгоднее. Сразу после установки вам начислят 500 бонусов на счет. Ну и коль скоро мы уже заканчиваем наш блок, связанный с положением на фронте, который всегда у нас осложняется вот эти терминологии. Захватили, не захватили, там стакан наполовину пуст, наполовину полон. Я хотел бы обратить внимание на практику одного из картографических сервисов наших, российских, я имею в виду.
Мы никому внимания специального не уделяем. Мы читаем, смотрим всех. Но все, кто делает карты, они всегда еще и дают короткие пояснения к изменениям на картах. Эти пояснения, это буквально несколько предложений всегда. И вот тут я должен назвать один из сервисов. Это «Сливочный каприз». Весьма популярная команда, которая, значит, изменяет, там, показывает изменения на фронте. С некоторых пор они перестали говорить о создании зоны контроля, кто кого контролирует. Они просто, вот линия у них есть. И если украинские какие-то группы порвались вглубь, а российские, наоборот, вглубь украинской армии, они просто стали констатировать. Удар российской армии по украинской прорвавшейся в группе 3 километра к югу от такого-то места. Или удар украинской армии по российской группе, прорвавшейся вглубь территории, 2 километра от такого-то места. А границы серой зоны не меняются? Не меняют. То есть они просто обозначают боевое действие. И ты знаешь, это гораздо более, мне кажется, справедливо. Это правильнее, потому что не надо сразу эти горбыли рисовать. А что тогда с ними делать? Как будут меняться границы этой серой зоны, если не учитывать боестолкновения подобные? Я думаю, когда захватывается уже город, крупный населенный пункт, и тогда... просто любой населенный пункт. И ты получаешь большое количество видеодоказательств оттуда, что он занят, действительно. Вот тогда ты уже начинаешь менять... А что касается тех мест, где нет никаких населенных пунктов, речка... так ты можешь совершенно спокойно протягивать линию, которую ты условно рисуешь на карте, между населенным пунктом по... Но это будет очень условная линия. Нет, вот по крупным узлам обороны. То есть, они на карте все есть, имеется в виду, которые выкопаны украинцами. Там они, украинцы. Да, они, как правило, такие кольцевые, знаешь. Вот, с ходами, там, так далее. И вот эти опорные пункты, их тоже занимают. Вот можно от опорных пунктов сказать, но, по крайней мере, прорыв какой-то группы небольшой в тылы они уже не обозначают. Правда, они применили новый термин «демаркационная линия». Не новый термин. Я имею в виду, что он никогда в приложении к СВО не использовался. И они стали говорить: прорыв группы такой-то, удар по ней 2 километра от демаркационной линии. Значит, когда заключается мирное соглашение, перемирие и так далее, есть две группы с двух сторон, да, проходят. Чаще всего при посреднике еще. И они демаркируют границу, определяют это так и прям в чистом виде. Корея. На русский это и переводится. Д – это, значит, раз, марк – граница. То есть разграничение. Это линия разграничения, демаркационная линия. И она официальная. Никто никаких таких процедур на фронте в ходе боевых действий не проводит. Это не может быть демаркационная линия. Но это, с моей стороны, придирки. Сам этот термин демаркационная линия, пока идут боевые действия, он будущего не имеет. Это придирки с моей стороны. Но вот хотел обратить внимание на такую практику. Мне кажется, это правильно. Да, и совершенно неожиданно во время записи Минобороны объявило, что российские войска заняли Рай-Александровку, населенный пункт, который был центром боевых действий уже достаточно давно. Бассейн северного Донбасса. Очень важный населенный пункт, потому что мы объясняли, что он стоит на водоразделе. Там надо пройти еще несколько сот метров буквально на восток, и оттуда вниз обрывается, идет понижение прямо до Краматорска-Славянска. И если там установить антенны, то операторы беспилотников могут сидеть в Рай-Александровке и удаленно управлять беспилотниками, FPV-дронами на эффективной дальности, прямо обстреливая подвоз к этим городам. То есть брать их в оперативное окружение. Это, вот, если такое событие состоялось, то, конечно, в ближайшее время начнется массовый обстрел Краматорска. Это прям надо ждать этого. Ситуация такая. Задержка наступления на Донецких фронтах составила 1 месяц.
Причина этой задержки там неизвестна. Эта задержка была воспринята всем мировым сообществом, и в том числе Украиной, как обнадеживающий знак, как символ бессилия российской армии, которая уперлась. Почему в мае не началось наступление? И вот за 2 недели мы увидели резкое продвижение и активизацию сначала в Константиновке, что мы в прошлый раз вот об этом рассказывали. Теперь мы рассказали вам, что через 5 дней началось такое же точное наступление в Лимане. И вот сейчас мы получаем известие о взятии Александровки, а это прямо прямая дорога на Краматорск движение. Ничего, оказывается, не остановилось, и рассуждения панические о том, что дроновая стена... Да, все, оказывается, надо рассматривать сейчас в другом свете. Ключевое задание от Верховного Главнокомандующего занять именно Донбасс, оно прямо у нас на глазах. Это сразу Константиновка, Лиман, Александровка, юг, север, середина. Все продолжается. И мы, конечно же, будем внимательно очень за этим наблюдать. Но просто фронт пришел в движение по всему периметру. В ночь на четверг и утром продолжился массовый прилет украинский на Москву. Дроны много где были сбиты, но пролетели через МКАД, уже в сам город. В частности, из-за одного сбитого дрона на знаменитом рынке Садовод начался крупный пожар. И в Московском нефтеперерабатывающем комбинате в Капотне. По информации мэра Собянина, через Московскую область, через границу Московской области пролетело 130 беспилотников в сторону Москвы. Все они потом начали там сбивать. Какая-то часть даже за МКАД попала. Никаких новых особых средств дальнего воздушного поражения у Украины не появилось. Там участвовали в том числе и дроны с реактивными двигателями, но это именно дроны, это не крылатые ракеты. Вот. И все остальное, все те же самые. Просто увеличилось количество, и они летели по разведанным маршрутам. Предыдущий массовый налет можно рассматривать как пробу пера, как разведку в том числе. Большое количество дронов упало на различные там дома гражданские, сбитые дроны. Есть свидетельства о том, что и ракеты промахиваются зенитные, российские, не все попадает. Российское ПВО имеет серьезное преимущество. Я что имею в виду? Эти беспилотники украинские, они же медленные. Они летят 100-120 км в час. От Харькова до Москвы 800 километров. То есть часов 7 минимум. Эта тротайка летит, стрекочет над Россией 8 часов, 7 часов. Заранее есть люфт ее обнаружить. Сейчас, я так подозреваю, лихорадочно производятся, так сказать, административные мероприятия по созданию зоны ПВО, расширению ее, усилению. И туда необходимо, это мое личное, так сказать, мнение, конечно же, подключать специалистов по искусственному интеллекту. То есть управлять современной зоной противовоздушной обороны, которая включает в себя малое небо, то есть беспилотники, а не традиционное ПВО против там самолетов, ракет, конечно, должны для быстрого оперативного реагирования принимать участие и искусственный интеллект. В России 2 крупнейшие компании, которые имеют наибольшие компетенции и в искусственном интеллекте, который они обе развивают, и в беспилотных устройствах, беспилотном вождении. Это Сбер и Яндекс. Никакой, я тебе скажу, концерн государственный, который занимается большими, серьезными вооружениями, таких компетенций не имеет. И очень правильно будет привлечь к этой организации большой зоны ПВО страны под искусственным интеллектом, конечно, частных специалистов из частных компаний. Ни в коем случае нельзя манкировать самой судьбой. Все же понимают, что все началось с гражданской продукции, беспилотники сами. И развивается это все гражданскими специалистами, не военными. Все, что делает там Ростех, это серьезно, все танки, пушки, самолеты, вертолеты, там корабли, подводные лодки. Собственно, беспилотники летающие, крупные, типа охотника.
Да. А так-то вообще-то все развивал на самом деле малый и средний бизнес, тот самый народный ВПК. И, конечно же, компетенции наибольшие у того, кто этим занимался много лет. А не случайно в последний момент из-за того, что вот у противника появились дроны, срочно нужно делать искусственный интеллект для системы противовоздушной обороны страны. Люди уже десятилетиями занимаются этим. Вот это мое мнение. Другой вопрос, что захотят ли? Людей, которые будут включены вот в группу, которая будет разрабатывать это, несомненно, сделают секретоносителями, и им будет запрещено выезжать за границу вот просто так по своему произволу. Они должны будут просить разрешения на выезд за границу. Это серьезное ограничение. А айтишники, которые, так сказать, являются люди свободные, они очень не любят, когда на них ограничения накладывают. Поэтому, в принципе, их придется еще уговаривать. Но так или иначе, вот по всем сообщениям сейчас идет очень большая срочная работа по созданию противовоздушной обороны страны. Как мы знаем, Трамп объявил себя победителем в войне с Ираном и готов обратно вернуться к разрешению российско-украинского конфликта. Была встреча G7, на которой присутствовал и Зеленский, и Трамп. Трамп обещал рассмотреть просьбу Зеленского, выдать ему лицензию на производство зенитных ракет на территории Украины. Я это пока как пиар воспринимаю, пока это несерьезно все. Но что здесь важно? Трамп тоже подписал это, так сказать, коммюнике их там совместное. То есть, таким образом он как бы перешел опять на сторону. Он уже не посредник, он уже часть противостоящей стороны. За это время произошли последние месяцы события на фронте определенные. Несомненно, Украина показала бурное развитие беспилотных систем своих. Зеленский себя чувствовал весьма уверенно вот в этой части. И все констатировали там в своем в итоговом документе, что Украина добилась перелома. Я лично слово перелом считаю избыточным. Оно неправильно характеризует соотношение сил на фронте. Конечно, ничего этого нет. Но, тем не менее, Путину сейчас надо готовиться к тому, что он опять в одиночку будет сражаться со всем Западом. Так что, и в том числе и Соединенные Штаты могут туда подключиться. Хотя Трамп такой человек, мы знаем. Сегодня так, завтра так. Никто не знает, как он поступит. Все это связано с успехами Украины в развитии беспилотных систем. Некоторые даже говорят, что Зеленский находится в более выигрышном положении, чем Путин. Но вот первое следствие массированного рекордного налета на Москву. Зеленский сегодня же утром выступил, прям сразу по окончании налета, сказал, что вот мы бомбардируем Москву, Путин должен сдаться. Не сдаться, а пойти на переговоры. Да. Вот я хочу сказать, что падение сбитого беспилотника на торговую площадку «Садовод» и попадание одного беспилотника в нефтеперерабатывающий завод в Капотне маловато. Это просто базар, на который упал один беспилотник. Все. Маловато для такого заявления. Но немедленно последовало заявление Зеленского. Торопится. Как мы знаем, Украина активно перешла во всех сферах к завозу иностранных специалистов. Это уже реальность, никуда не деться. И теперь объявили набор в ВСУ для иностранцев. Да, вот это как раз очень плохо сочетается со словом «перелом». Посмотри, как это сформулировано в заявлении Министерства обороны Украины. Мы должны заместить 30-50% личного состава в штурмовых частях и в пехоте иностранными военнослужащими, наемниками. Это открытое признание тяжелейшего положения с мобилизацией. Это открытое признание попытки сохранить свое население, свою демографию. Нет, это означает, что войско тает, а людей нет. Вот в первую очередь вот это. Не то, что ты сохраняешь там своих людей и так далее, неоткуда брать уже. Вот это вот номер один вывод отсюда. Это прямо вот открытое признание, что беда. Они сейчас реформу принимают, вот, и у них увеличение денежного содержания на одного человека.
И эта реформа под вопросом для своих, для украинцев, а уж никто не говорит про иностранцев вообще. То есть это, я тебе серьезно говорю, нанять на 50% армии из иностранцев, это задача настолько амбициозная, и кто ее потянет-то вообще? Ну, как мы знаем, Церцей Ланнистер это не помогло, когда она клинки привезла из СССР. Да. Ну вот, там Церцей нет своей. Может быть, у них там Федоров справится. Ну, посмотрим, в общем. Я просто, вот мое мнение. Само это объявление о том, что 30-50% на фронте пехоты должно состоять из иностранцев в ближайшем, там, в обозримом будущем, признание просто катастрофического положения с мобилизацией. Когда Трамп приходил на второй срок, во время избирательной кампании, в частности, одно из мест, куда он атаковал, это была политика Байдена по отношению к Афганистану, вывод войск. И вот теперь он говорит, что он успешно завершил конфликт с Ираном, Ормузский пролив открыт уже давно. Но как на самом деле можно, по-твоему, охарактеризовать вот всю эту историю, длившуюся несколько месяцев? Ну, совершенно очевидно для меня, что это тяжелый политический проигрыш, внешнеполитический для Трампа. С точки зрения военной, это точно не проигрыш Ирана. Я его записываю как выигрыш, потому что Иран в этих пунктах 14 получил пункт о том, что будет некий фонд. Но я так думаю, его будут набирать эти деньги в первую очередь из стран Персидского залива, скорее всего. Вот. Ну и вообще с компанией по всему миру. Это большой проект по возрождению иранской промышленности и так далее. 300 миллиардов долларов. Да, иранцы вообще мечтать о таком не могли. И понятно, что если они сейчас перекроют пролив, они денег этих соберут себе, просто вот шантажируют всех, да. Поэтому вот решили вот так сделать. Вы деньги не берите, мы сами вам их дадим. Вот так называется, да? Не устраивайте здесь блокаду. Вот. И, конечно же, никто уже не обсуждает ракетную программу Ирана, которая стояла на первом месте там для Израиля. Что Израиль сидит и молчит. Да? И ядерная программа, она в очень таких обтекаемых формулировках здесь обсуждается, ну, то есть говорится, что в 60 дней будем разговаривать, если надо, еще продлим. Вот, может быть, там, короче говоря, все остается на той же позиции, на какой было до начала этого конфликта. Но при этом Иран еще получил, так сказать, статус государства, которое победило Пентагон. То есть американцы не смогли добиться своего, по факту проиграли. Это то же самое, что в Афганистане. Конечно, ну, не вышло. Слушай, ну вот вопрос такой напрашивается сам собой у меня. Бизнес, он всегда должен все планировать. Мы видим из раза в раз, что это планирование какое-то, ну, казалось бы, очевидное, оно не происходит. Когда в 2020 году произошел кризис полупроводников, мир оказался совершенно к этому не готов, и цены скакнули очень высоко. Сейчас кризис оперативной памяти. Думаешь, что 5 лет спустя, ну, вроде как все эти производители должны были как-то там наладить мощности производственные свои, чтобы ничего такого подобного не произошло больше. Нет, опять никто не готов, и опять цены скакнули. Ормузский пролив, ну, кажется, много лет известная ситуация, когда вот Иран сидит на, как ты выражаешься, атомной бомбе собственной, которую они могут активировать в любой момент. Ну, ты говорил в большей степени про минирование, но, как мы видим, даже этого не потребовалось. Почему никто не готов к этому? А вот теперь разведка США предоставила Трампу, это вчера новость пришла, доклад, в котором указывается, что Иран обладает рычагом по мощности сопоставимым с ядерным оружием. Это Ормузский пролив. Блин, то, что мы полгода назад сказали, теперь разведка США донесла Трампу.
Я с тобой абсолютно согласен. Все-таки... Просто это же многомиллиардные нефтяные империи, которые должны были все это просчитать, уже давно построить трубопроводы обходные. Ну, я не понимаю. Ну вот факт остается фактом. Вот делали мы передачу про Первую мировую войну. Они же за несколько месяцев ее хотели закончить, все. Это же план Шлейфена у немцев. Сначала разбиваем Францию, садимся быстро на железную дорогу в вагоны, быстро переезжаем к России, разбиваем Россию. Завтракаем в Париже, ужинаем в Санкт-Петербурге. И то же самое у Антанты. Они все были уверены, что за несколько месяцев все устроят. На них здорово влияют успехи. То есть они с Мадуро справились быстро, лихо и силами одного батальона, как говорится. Окрыленный успехом. Но я все-таки говорю, а как планировать вообще такие вещи вот на будущее? Ну, какие еще есть? Но очень много зависит от того, насколько адекватные люди находятся у власти. Вот так. Я, например, не рассматриваю Трампа как гения какого-то там прямо. Он написал книжку «Искусство сделки», там все, много чего об этом говорит. На самом деле его хаотичная политика вот никак не оставляет впечатление продуманной, да, политики. Он всегда отталкивается от сегодняшнего дня. Ну, завтра будет что-то, завтра и будем решать. Есть у меня образ, который я применяю все время к Трампу. Он Скарлетт О'Хара, но только рыжий и старый. Понимаешь? Вот эта фраза «я подумаю об этом завтра». Это великая фраза Трампа на самом деле. По части бизнеса и экономики здесь было очень много вот в этой истории пробелов, недальновидных шагов. Посмотри, почему Трамп, на мой взгляд, срочно так вот это соглашение подписал, и он не мог, у него нет времени уже, так сказать, тянуть дальше. Это известная цифра-то. Каждый день Соединенные Штаты потребляют в разных видах 21 миллион баррелей нефти. А производят на своей территории 13 миллионов. То есть разница 8 миллионов. И они эти 8 миллионов где-то должны откуда-то брать. Естественно, с внешнего рынка. Да? У них были гигантские запасы нефти. Стратегические на случай там, вот, войны, там, чего-то такого, какого-то апокалипсиса экономического. На сегодняшний день эти запасы находятся на самом низком уровне с 1983 года. И они продолжают убывать со скоростью 8 миллионов баррелей в сутки. Запасов до полного истощения осталось вчера 340. на 42 дня. Через 42 дня запасы стратегические США нефти исчезнут. Мир обвалится в такую гонку, так сказать, цен нефтяных. Он, конечно, этого не мог допустить, Трамп. Соответственно, его вынудила обстановка. Он сейчас может делать все, что угодно, там, заявления и так далее. Понятно, что Иран его переиграл. Я думаю, что самое главное для Путина, что этот процесс будет еще продолжаться. Ну, я имею в виду, все экономисты говорят, что цены на нефть будут потихоньку падать, не сразу. То есть еще какое-то длительное время, несколько месяцев, еще будут более или менее высокие цены, которые помогут России, российскому правительству компенсировать этот бюджетный дефицит огромный, который возник из-за ведения боевых действий. Итак, просто зачитаем, на что согласились американцы согласно этому вот соглашению. Снять санкции, морскую блокаду с Ирана, разморозить активы, вывести войска из соседних стран, снять требования по ограничению ракетной программы Тегерана, а также готовы подписаться под прекращением огня выливания. Ракетная программа Тегерана не обсуждается, и появилась составляющая программа восстановления Ирана на $300 миллиардов. А можно ли брать Ирану плату за проход по проливу Ормузскому? Это еще предмет обсуждения. Вот этот перечень. Это что, победа? Это позорное военно-политическое поражение администрации Трампа. Да, Пентагон прям поражение на поле боя не понес. Но результаты соглашения ужасные, конечно, для Соединенных Штатов. Как мы и обещали на стриме,
Что же это за система противодействия Starlink, которую разработали у нас? Значит, во-первых, конечно, эта информация пришла из Киева. Название даже употребили вроде как официально «Волна, купол, гарант». Уж не знаю, посмотрим, подтвердят это или нет. Якобы в Симферополе находится производство, $1,5 миллиона за комплект, и он закрывает 4 на 5 километров, то есть 20 квадратных километров территории. Идея заключается в том, чтобы просто спутниковые тарелки на спутник излучали мощный, на его частоте, такой мощный сигнал, что спутник в этом сигнале не может разобрать сигналы маленьких устройств, приемников этих беспилотников украинских, которые летят бомбить, значит, свои цели на этой территории. Ну и если их в одну систему поставить рядом с другой, то можно, в принципе, достаточно широкую полосу закрыть. Ну, например, там дорогу Новороссия, трасса Новороссия. Украинцы начинают, естественно, наносить по ним удары. Почему-то, я не знаю почему, но все видео, как они наносят там удары по этой системе якобы, они демонстрируют, что машины просто стоят, вот стоят антенны, ни одной сетки. То есть это умудриться создать самую современную противоспутниковую систему радиоэлектронной борьбы, которую глушит Starlink, но не закрыть ее сеткой. Но сам принцип известен. Ну, звучит правдоподобно. Да, он известен, он существует, и есть и обратный принцип. Теперь уже спутник выше Старлинка летит на орбите и, имея достаточно мощный источник электричества, генерирует на той же самой волне мощный сигнал, который является шумом фактически, вниз на приемное устройство мимо спутника. То есть с Земли глушит спутник, а из космоса глушат приемное устройство Старлинка. Но для этого, насколько я понимаю, нужен действительно очень мощный сигнал. Там на этом спутнике должен быть какой-то крутой источник тока. Я не знаю, возможно ли это. Но в принципе можно так, а можно вот так. Все. С Земли, конечно, проще. Машину подогнал, поставил. Ее тем более менять можно, так сказать. Вот. Стоимость $1,5 миллиона за комплект, который закрывает 20 квадратных километров, оставляю на совести украинских источников. Никто не знает эту стоимость. Никто. Все это фуфло предположения на самом деле. Если этот эксперимент даст результат, а говорят, что действительно уже результат есть, и вот на трассе Новороссия какие-то положительные изменения. Почему? Во-первых, туда подогнали опытные расчеты беспилотников, которых сбивают, эти вот хорнеты американские, и уже приличное количество, так сказать, сбито. Так не получается уже тотального контроля. Почему это мне интересно? Потому что вот буквально вчера министр обороны Украины давал интервью и сказал в матерных выражениях, что в Крыму будет ад. Крым будет просто отсечен, он превратится в остров, тогда вот противодействие российское. На наших глазах такая эпопея разворачивается. Я, конечно, честно сказать, вот, во все эти отсечения, превращения Крыма в остров не верю. Но это мое личное мнение. Посмотрим. С точки зрения чисто технической, это прям вот очень любопытно. На ходу и мы проходим этап за этапом. И если Илону Маску, вот огромное количество таких устройств, перекроют все спутники вот на большой территории, будет над чем задуматься. Это ведь действует не только на спутники Илона Маска. Точно так же можно глушить любые военные спутники США. И Китая, и России. Ну и из новинок техники обратил бы внимание вот на что. Американцы провели испытания и вроде как собираются принимать на вооружение этот планер, они назвали кузнечик, но меньше 4 метров размах крыльев, просто планирующий аппарат, который у него там, по идее, даже и двигатель свой предусматривается, он тоже может там стоять, а может и не стоять. И он десятки километров, как вот планирующая бомба российская.
также точно владеет, но он То есть сбрасывают его с бомбардировщиков? с самолетов какого-то. Ну да, с грузовых Да, там, с какого-то самолета. Говорят даже, что и с вертолета можно сбрасывать. И чем выше ты его сбрасываешь, тем дальше он планирует, летит. Десятки километров может пролететь и тащит на себе 230 килограмм груза. И может в любую точку, у него GPS, управление, он по спутникам управляется сам себе. И в нужную точку он может, там у него предусмотрен парашют раскрывающийся, и от удара о землю просто корпус тормозится. Просто падает на землю, да и все, так скажем. Да? Он может привезти в нужную точку 230 килограмм груза. Ну, это довольно много на самом деле. То есть издалека можно снабжать разведывательные группы, много чего. Правда, его уже по второму разу не запустишь. Ну, кто его будет забирать? Да, а самое главное, оттуда он взлететь не может. Ну да, его нужно в грузовике уже. Да, беспилотник, вот, например, крупный, там, который мы обсуждали, шведский, да, 200 килограмм поднимает, вертолет такой автоматический. Он может 200 килограмм привезти и 200 килограмм увезти, а здесь только в одну сторону. Стоит он, правда, один такой, $40 тысяч. А теперь представь, 230 килограмм груза, допустим, медикаменты, боеприпасы, еда какая-то, нагрузили, сбросили, вот он пролетел несколько десятков километров, грохнулся, его подобрали, допустим, груз сохранился, не разбился. И все. Вот за одну доставку $40 тысяч платишь, как за такси. Ничего, так дорого все-таки, черт подери. Но если в массовом порядке его применять для снабжения войск, то их дофига надо. Вот в том дело. Я говорю, американцы, богатая страна, могут себе позволить самолетик запустить за $40 тысяч один раз. На этом у нас все. Спасибо, что посмотрели. И традиционно призываю вас не только подписываться на этот канал, но к нам в Telegram приходить, в Boosty, куда мы выкладываем наши стримы. Ну да, и стримы на Твиче тоже. Приходите к нам на стрим, на Twitch. Спасибо всем и подписывайтесь на наш канал. Спасибо. Пока. До свидания.